Многие люди, знакомые с техниками манифестации желаний, задаются вопросом, собственно, почему их желания не исполняются. Они уже знают и испробовали множество разных техник, которые нашли в интернете или в современных эзотерических книгах. И практикуя их довольно продолжительное время, люди начинают справедливо сомневаться, поскольку результат этой практики оказывается нулевой. Скорее всего, у вас тоже возник подобный вопрос, и вы не понимаете, что делаете не так. Вроде бы точно следуете описанной технике, но видите, как у кого-то получается, а у вас нет. В поиске ответа на данный вопрос вы, скорее всего, уже слышали такие странные советы, как снизить важность желаемого, или точно сформулировать запрос, или вообще отказаться от желания, чтобы оно могло исполниться. Все это, конечно, полная ерунда, которая никак не объясняет сути духовного закона. Итак, чтобы понять, почему желания не исполняются, нужно сначала понять и хорошо усвоить разницу. Разницу между желанием и убеждением, потому что это и есть разница между успехом и неудачей. В жизни исполняются только убеждения. Желания не могут исполниться, пока они не трансформируются в убеждения. И именно вы тот человек, который должен трансформировать их у себя. Никто не сделает это за вас. Любое желание трансформируется в убеждение посредством чувства. Давайте рассмотрим эту тему более подробно. Если проанализировать, то можно увидеть, что желание всегда выражает отсутствие чего-либо. Абсолютно естественно, что мы хотим то, чего у нас нет в данный момент. Желающий человек как бы говорит: «Я чувствую, что у меня этого нет». И таким образом он признается, что у него сознание недостатка. Это и есть главная причина, почему просто желание не имеет никакой силы. Единственная сила находится в чувстве, в эмоции и ощущении. Желание формируется у нас только для одной цели, чтобы мы почувствовали удовлетворение от получения желаемого. И если мы трансформируем желание у себя в сознании, добавив чувство или ощущение, что оно уже присутствует или принадлежит нам, то оно превратится в убеждение. А любое убеждение всегда выражает присутствие чего-либо. Именно убеждение дает ощущение наличия или присутствия. Убежденный человек как бы говорит: «Я чувствую, что это есть». Теперь, когда вы понимаете разницу, вы можете заметить, что в жизни обычно происходит только то, что мы чувствуем или в чем убеждены, а не то, что мы желаем. И это, кстати, и есть причина, по которой так много плохого происходит в жизни среднего человека. Ведь обычный человек, как правило, убежден во враждебности других людей, убежден в неизбежности разных препятствий, убежден в нехватке денег и ресурсов, убежден в отсутствии счастливых возможностей. Желания не исполняются по той же причине. Они конфликтуют с уже существующими убеждениями. Например, если вы желаете достатка, но боитесь нехватки денег или потери того, что есть, вы нейтрализуете это желание убеждениями в нехватке и страхом потери. И как бы вы ни визуализировали свое желание нового дома, автомобиля, ну или в целом богатства, вы не получите его, пока не трансформируете в убеждение. То есть, пока не прочувствуете, как бы оно ощущалось, если бы уже было у вас. Многие не смогут это прочувствовать, потому что их нынешние убеждения в недостатке денег и в вероятности все потерять, в разных препятствиях, в том, что только плохие люди становятся богатыми и тому подобное, просто нейтрализуют эту попытку. Каждый раз, когда они визуализируют и пытаются прочувствовать новое, в тот же самый момент всплывают старые убеждения и заставляют испытать страх или неприятные ощущения. Так и происходит нейтрализация попытки трансформировать свое желание в новые убеждения. Два противоположных убеждения не могут существовать одновременно в одном сознании. От одного из них необходимо отказаться. В этом и заключается главный секрет, почему желания не исполняются. Для того, чтобы в нашу жизнь пришло что-то новое, необходимо отказаться от старого. Нужно хорошенько проанализировать и пересмотреть все свои вредные убеждения, которые когда-то давно были приняты за истину и прочно засели в подсознании. Но отказываться от них нужно не просто на словах, а искренне, на чувствах. То есть не представлять, не чувствовать, не бояться и не предвкушать того, чего не хотите, и оно никогда не случится. Это потребует некоторой практики и времени, потому что старые убеждения будут часто всплывать там, где вы их совсем не ждали. Каждый раз, когда вы заметите, что боитесь, испытываете тревогу или даже раздражение, спонтанно представляете какие-то негативные будущие события,
противоречащие вашему желанию, будьте уверены, что это действует старое убеждение. И здесь уже нужно проанализировать, какое именно убеждение стоит за этим, после чего немедленно от него отказаться. Чтобы ваше нынешнее желание превратилось в новое убеждение и постепенно заменило старое, трансформируйте его посредством чувства. Для этого чаще представляйте именно его, чувствуйте и ощущайте его существование, предвкушайте его, и тогда оно неизбежно исполнится.